Всем привет, с вами Фрост и новое видео на моем канале. Последние несколько месяцев у игроков, которые ждут World of Tanks Hiat, началась, можно сказать, паника. Я видел много комментариев типа вот эта игра никогда не выйдет, либо когда она выйдет, она закроется как одна другая игра, про которую мы поговорим позже. В этом видео я, так сказать, хочу разбить этот миф, то что эта игра может закрыться, либо вообще не выйти. А также разберем другие отмененные игры Wargaming, которые были известны. А перед началом просмотра обязательно подпишитесь на канал, если вы смотрите без подписки. Также обязательно досмотрите это видео до конца, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на мой телеграм. Все новости по игре и не только, быстрее всего вы можете найти только там. А теперь к теме видео. То, что вот Hiat не выйдет или после выхода закроется, это, можно сказать, миф. Я примерно на 90% уверен, что этого не будет. Но у некоторых людей все-таки, можно сказать, началась паника. Потому что Gamescom был в августе 2025 года, прошло уже более полгода, а официальных новостей по сути нет. Что типа есть предположение, что в конце января, в начале февраля что-то будет. Конечно, больше вероятность того, что будет наконец-таки открытый тест какой-нибудь, что сервера откроют и закрывать больше не будут. Потому что много есть фактов, которые это доказывают. Но не все за этим следят. И плюс также есть хейтеры у игры. Игра еще не вышла, но уже у игры есть хейтеры, которые считают, что эта игра никогда не выйдет. Или закроется после открытия. Сначала давайте разберем список игр, которые были отменены Wargaming после того, как они их разрабатывали. Либо даже выпускали в открытый доступ. Первое это вот Generals. Эта игра была отменена уже очень давно, то ли в 2015, то ли в 2016 году, я точно не помню. Это карточная игра по типу Hearthstone, только с танками. Она разрабатывалась много лет, потом выпустилась в открытый доступ, и потом ее закрыли, потому что типа в нее никто не играл, и она нахрен никому была не нужна. В принципе, это, можно сказать, мертворожденная идея была подобную игру выпускать, и поэтому ничего нет удивительного, то что она закрылась. Еще одна игра, которая была закрыта, это Total War Arena. Эту игру вообще разрабатывал поначалу не Wargaming, а какая-то другая компания, которую потом они выкупили. Что можно сказать, эту игру по сути дела не Wargaming поначалу. Тоже можно сказать мертворожденный проект. Этот жанр древних или средневековых войн тоже мало популярный и мало вообще кому нужен. Понятное дело, что любителей подобного есть, но их очень мало. И поэтому рассчитывать на какую-то массовость игры было бессмысленно. Поскольку игра не пользовалась популярностью, эта игра была закрыта. Как я до этого говорил, поначалу делали вообще не ВГ, а другая компания. Потом, когда выкупили, она долго не продержалась, ее закрыли. Потому что в основном эта игра существовала только за счет ВГ. Еще одна игра была закрыта, это Pagan Online, или в народе Погонь Online. Это что-то типа Доты по внешнему виду. Я в эту игру ни разу не играл, но я видел на внешний вид, и похоже это на Доту. Тоже можно сказать мертворожденная игра, которая никому практически не нужна. Любителей поиграть в подобные игры также не так много. Также были несколько игр. Это я чисто узнал из комментариев, когда другие люди писали тем, кто говорил то, что вот Hiat никогда не выйдет, либо закроется. Были игры такие, как Bowling и Cozy Islands. Я вообще не знаю, что это такое, я первый раз вообще слышу. И то, как было написано по комментариям, сначала делало какое-то сиднейское подразделение, а теперь эта компания, это часть Riot Games. Вообще я не знаю, что это за игры, первый раз слышу. Также стоит сказать и про Caliber. Тут такая же ситуация, как и с Total War Arena. Caliber всегда делали 1С, Wargaming просто занимались издательством. И потом в один момент 1С решили от Wargaming уйти, и по сути ВГ эту игру потеряли. И поэтому говорить то, что эта игра провалилась из-за ВГ, нельзя. Caliber сдох по другим причинам. У меня на канале было видео, уже давно можно сказать, почему Caliber скатывается. Вы сейчас можете увидеть подсказку в промежном углу, можете посмотреть, если не видели. Также я не так давно в Телеграме выпускал видеореакцию, где тоже про это говорил. По каким причинам эта игра сдохла. Но, как ни странно, ВГ здесь ни при чем. Они вообще не имеют никакого отношения к тому, что эта игра загнулась, по сути. Поэтому здесь тоже, как говорится, минус. Перед тем, как я продолжу, еще немножко саморекламы. Не так давно я сделал платные подписки на Boosty, которые связаны еще с VK Play Live. Купив подписку, вы будете получать доступ к эксклюзивным постам, которых нету нигде, и в будущем количество постов будет все больше и больше. Возможно, даже будут анонсы видео подробные, если наберется слишком много платных подписчиков. Также бонусом вы будете получать увеличенный фарм баллов на VK Play Live. Как я не раз говорил, в будущем, когда я уйду из Калибра, количество бонусов платной подписки будет в разы больше. И бонусы будут очень жирные. В зависимости, опять же,
от цены подписки. Самая дешевая подписка стоит недорого, поэтому, если кто из вас хочет поддержать канал, дать мне больше мотивации выпускать больше качественного контента, то платная подписка — это лучший способ это сделать. Также была отмененная игра, это Excalibur. Тут с этой игрой очень интересная ситуация, я вообще в декабре планировал по этой теме видео выпустить, но после получения страйка в ноябре я что-то перестремался и не стал по этой теме видео выпускать. Может быть, в будущем когда-то сделаю, опять же, проконсультировавшись с комьюнити-менеджерами Wargaming, потому что еще один страйк не хочется. Да, там информация в открытом доступе, но все же на всякий случай лучше перестраховаться. Поэтому когда-нибудь это видео выйдет по-любому, потому что оно уже было почти готово. И тут можно сказать такая ситуация, что вот Heat — это эволюция Excalibur. Что если сравнить эти две игры, очень много похожего. Вы также можете загуглить и посмотреть, что это была за игра. И она разрабатывалась, если я правильно помню, с 2015 года, и потом через какое-то время была закрыта, даже не была анонсирована. Потом эту игру переработали, а потом из нее появился вот Heat. И последняя игра, на которую все ссылаются, когда говорят, что вот Heat никогда не выйдет, это Steel Hunters. Тоже можно сказать, это мертворожденная игра с узконаправленным жанром. Что это типа игра про роботов. Да, эта игра действительно была, я даже какие-то стримы видел. Но я узнал в основном про эту игру только когда про нее писали в комментариях. Эта игра была настолько непопулярна, никому не нужна, что я про нее даже не слышал до того момента, пока про нее не стали писать, что ее закрыли. Но когда этого говорилось, это мертворожденный проект тоже, который даже не было смысла и начинать делать. И когда говорят то, что танки новые не выйдут, все типа говорят про эту игру, типа судьба танков будет такая же, как у этой игры. Что можно сказать, это полный бред. Мы в этом списке разбирали в основном игры, которые создавались для какой-то узкой аудитории, и они потенциально никак не могли стать популярными. Ну или Калибр, которые разрабатывали другие разработчики, которые ушли от ВГ, и уже сами эту игру убили, без участия Wargaming. А остальное это мертворожденные проекты, которые потенциально даже не могли стать популярными, не знаю, ни в какой вселенной, так сказать. Либо Excalibur, который стал вот Heat после кучи переработок. А World of Tanks Heat — это потенциально популярная игра. Большинство танковых игр, которые делаются, они становятся популярными. А эта игра, она вообще другая. Вообще никаких аналогов этой игры нет в мире. Что это типа шутер Call of Duty либо Battlefield, только на танке. Плюс, конечно, там есть механики калибра, это те же способности. Что такого в мире не существует. И найдется огромное количество игроков, кто будет в эту игру играть. Как и со старых танков люди придут, которые хотят стрелять в точку, а не землю пахать каждым выстрелом. Так и придут игроки, которые играют в шутеры. Потому что именно у этой игры целевая аудитория — это игроки, которые играют в шутеры. В ту же Call of Duty, Battlefield, CS и другие. И у этой игры очень большой потенциал. Главное, чтобы разработчики все правильно делали. Исправляли проблемы, если какие-то проблемы появляются. Делали много контента, прислушивались к игрокам и так далее. И поэтому вот Heat никак не может повторить историю вот этих игр, которые были сегодня названы, которые были закрыты. Это тупо невозможно. Вот Heat рано или поздно все равно выйдет. Это вопрос времени. Либо в этом году, либо в следующем, либо потом когда-то она выйдет 100%. И наверняка с ней будет все хорошо. В самом плохом случае, если не будет там, не знаю, каких-то сотен тысяч или миллионов онлайна, несколько десятков тысяч онлайна наверняка будет. Что все равно будет приносить доход разработчикам и будет считаться успешной игрой. И она никогда не будет закрыта. Это, по сути, вот я назвал две причины, почему эта игра выйдет и ее не отменят. Это то, что игра будет потенциально массовой, рассчитана на большую аудиторию, а не узконаправленная, как прошлое. И второе, это то, что среди танковых игр это действительно что-то новое. Я раньше даже не предполагал, что среди танковых игр можно сделать действительно что-то новое. Может, казалось бы, уже все придумано, но нет. Разработчики смогли, сделали. Сделали Call of Duty только на танке. Даже сейчас, когда игра еще не вышла, у игроков большой интерес к этой игре, и огромное количество игроков эту игру ждут. Я вот, как не раз уже говорил на стримах, я не понимаю, почему разработчики так долго тянут. Даже на втором альфа-тесте игра была практически готова, ее можно было выпускать. Да, там были проблемы с оптимизацией, нужно было оптимизацию чуть-чуть покрутить. Остальное было все плюс-минус нормально. Можно было выпускать игру прям в прошлом году еще. Через месяц или два после альфа-теста второго. Но разработчики
разработчики почему-то тянут, почему никто не знает. И по моим предположениям, в открытый доступ игра должна выйти уже в ближайшие недели. Опять же, когда это видео выйдет, я не знаю, может будет какая-то информация, но на данный момент информации никакой нет. Только несколько дней назад я увидел то, что есть у игры подразделение, называется Hiat Labs. Это типа информационная площадка, где можно будет там обучаться механикам игры, следить за статистиками. Эта страница даже в Steam есть. И там назначена дата выхода первый квартал. Что еще больше намекает на то, что сама игра должна выйти тоже в ближайшее время. Поэтому беспокоиться и паниковать тем более не стоит. Эта игра 100% будет. И ничего с ней в будущем плохого не случится, и она не закроется. Если разработчики будут все правильно делать. А наверное, на этом буду видео заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно подпишитесь на канал. Не забудьте поставить лайк и писать комментарии, что вы думаете по этой теме. Также подписывайтесь на мой телеграм с новостями. Всем до скорого и всем пока.